Привет, с вами Алена, и сегодня я вам покажу ножки нашей постоянной клиентки, которая не была у нас, к сожалению, целый год. Но ходила, в общем-то, девушка и ходила, и все было здорово, и делали мы с ней и все цвета, и всякие разные дизайны, и стразы, завитушки, пробовала, любила она все. Но тут нас разлучила пандемия, та самая ненавистная, которая со многими натворила делов, и, в общем-то, ее беда не обошла стороной. Она к нам не ходила год, потому что вроде как бы после пандемии приноровилась и справлялась где-то там как-то сама. Но в какой-то момент она поняла, что что-то пошло не так, и ногти стали вырастать, боковые валики воспаляться, и предположительно, по ее версии, это произошло по причине того, что она слишком сильно выстригала уголки, ну и плюс ношение неудобной обуви. Ну и могу сказать, что она была абсолютно права, потому что здесь как раз-таки вот именно это мы и можем наблюдать, то есть у нее кусочек ногтя врос куда-то там далеко, и она уже не могла его самостоятельно достать, и поэтому ей пришлось обратиться к нам. И, конечно же, мы вытащили из нее маленький кусть, просто вот крохотный осколочек, практически песчинку, но, скорее всего, именно этот маленький кусочек и доставлял ей огромный дискомфорт. Сейчас мы его достанем, и сразу хочу сказать, что в этом видео будет просто огромное количество тампонат. А вот и наш маленький принц, так называемый. Смотрите, какой маленький кусочек и какой он противненький, сколько же он неприятностей доставлял. Ну, можно представить, да, себе, когда он там в мягких тканях находится и постоянно ноготь-то растет, он же давит. Я еще хочу сказать, что и на втором пальчике у него там тоже достаточно веселая ситуация. Ну, а вообще такой момент, когда клиенты начинают сами ковырять, это достаточно распространено, и это частая причина вроста ногтей, потому что себя же как не жалко, то есть свою боль ты можешь контролировать, и поэтому мы часто залезаем глубже, чем нужно. Даже я сама неоднократно себя травмировала по причине того, что, ну, вроде я как потерпеть могу, сейчас, еще чуть-чуть, и я там что-нибудь достану. И в итоге, 6 расковыренных пальцев из 10, да, на ногах. Поэтому проще сходить к специалисту. Лично я давно уже с педикюром завязала, думаю, нет, лучше я буду ходить, потому что каждый раз, когда я над собой мудрю, я обязательно пускаю как минимум кровь на себе. Если кому-то интересно, я оставлю ссылочку, у меня есть видео, где я сама себе делаю педикюр, и у меня также есть проблема на первом, втором и третьем пальце, у меня там есть тенденция к врастанию, и такая вот, так называемая лыжня, да, которую я называю, говорю про нее часто, она у меня там остается, и это постоянно мне доставляет такой дискомфорт, что я вот на одном из видео прям явно показываю, как я все это дело расковыряла прям до крови. В общем, с тех пор я больше свои ноги не трогала. Лена мне сказала: все, нечего, садись, сиди, и я тебе все сделаю. И она мне поставила титановые нити, и сейчас, слава богу, с моими ногтями все в порядке. И вот буквально скоро я буду их снимать, и у меня в планах сделать уже покрытие, потому что сейчас стало тепло, и уже можно носить сандалики, босоножки, в общем, любую открытую обувь. В общем, это я к чему? Это я к тому, что себя мы не жалеем, когда сами над собой мудрим, можем потерпеть, и частенько это приводит вот к таким вот последствиям. Если меня Лена вовремя за шкирку оттащила и сказала: нет, давай я сделаю тебе сама, то эту девушку, к сожалению, оттащить было некому, и она пришла к нам в тот момент, когда уже было совсем все грустно. То есть у нее на обоих ножках, на больших пальчиках мы можем наблюдать либо воспалительный процесс, либо его остатки и последствия. То есть и на правой, и на левой ноге есть неприятности, есть тенденция к вросту. Вот, теперь что касаемо обуви. Обувь может давить, я хотела сделать акцент на это в этом моменте, обувь может давить не только справа и слева, но и еще и сверху. То есть она может быть еще и не только узкой, но и плотно прилегающей, такой тесненькой. И это тоже очень часто провоцирует врост ногтей в кожу, потому что если на ноготочек постоянно что-то сверху давит, у него арка становится П-образная или такая закручивающаяся, то есть торец смотришь, он такой прям кудряшкой. Такое очень часто бывает, поэтому очень-очень я вас прям умоляю, призываю, пожалуйста, выбирайте обувь правильно. Я вот сейчас хожу, смотрю, вот каждая вторая клиентка, у которой есть какие-то сложности с ногами, я понимаю, что у нее,
визуально 40 размер, ну 39, а она приходит 37-38. То есть у нее там такая сандалика, как у Золушки, стоит маленькая, крошечная, красивая. И такая, ну прости господи, ласта, я по-другому не могу назвать. Ну правда, ну, то есть видно то, что эта обувь, она вот ей физически не может подойти. Почему у нас у женщин есть вот это вот стремление купить размер XS вместо M, да, там, или там 38 размер вместо 40-го? Кого мы обманываем? Ну, серьезно. На самом деле... Вот оглядываясь назад, я хочу сказать, что, во-первых, если маленькая обувь, то есть это не значит, что это будет смотреться на тебе красиво, она должна смотреться на тебе пропорционально, но если ты сама 180, да, ну вот как я, да, мой рост 177 сантиметров, ну не может быть у меня 37 размера обуви, я большая вся, целиком крупная, на мне намного пропорционально смотрятся кроссовки 40 или 41 размера, и я не стесняюсь об этом заявляю и говорю, что я хожу в таких кроссовках, хотя раньше я так же, как и все остальные, очень сильно любила ходить в там 37, 38, как-то я втискивалась, господи, я не знаю, как я это делала, и это же кошмар, и это ведь все-таки привело к последствиям меня, в частности, и каждую из вас тоже приведет, то есть кому мы что доказываем, когда мы выбираем эту маленькую обувь или эти жмущие джинсы, да, когда ты там пытаешься влезть в какой-нибудь 36 или там, не знаю, там, ну да, вот у меня пытаться влезть это в 36, то есть мне комфортно 38-40, когда я влезаю в 36, да, я могу в него залезть, но зачем, я же потом даже не сяду в этих штанах, а еще хуже, я себе копчик отдавлю, то есть у меня есть такая проблема, не только у меня, я думаю, когда шов от джинс начинает давить на копчик, копчик закручивается, и все начинает болеть вместе с крестцом, точнее. Ну, короче, это просто какой-то кошмар. И я стала ловить себя на мысли, что действительно есть такая тенденция. Мы никого не обманем другим размером обуви, правда. И я вот сегодня только тоже работала с клиенткой, у которой тоже врос ноготь, там ей хирург удалял, туда-сюда. Вот, кстати говоря, еще один кусочек достали, да. Вот, работали сегодня с клиенткой мы с Леной, значит, после удаления, у нее там воспаление в боковом валике, смотрю я, значит, это на ее пальчики, и вижу пальчики-то в кучку, они же смяты прям по форме ее тапочки. И она говорит, нет, у меня вот там вся обувь там вот удобная, а я тоже понимаю, что у нее там совершенно другой размер обуви, и вот ладно, сейчас она наконец-то одела открытую обувь, да, и, ну, полегче ей будет, но, слава богу, мы ее вроде как проконсультировали, объяснили, потому что очень-очень имеет место быть причинно-следственная связь, то есть от того, какие условия вы создаете для своих ног, такими они и будут. Но это очень просто, это настолько элементарно, я просто даже уже не знаю, какими словами вам это все объяснять. Ну, в общем, пока-пока, с вами была Алена, до новых встреч!